Всем привет! Меня зовут Галя, и наконец-то обещанный мастер-класс по плетению орхидей. Вы, наверное, меня уже дождались, мои дорогие, но я, как всегда, пропала в очередной раз. Вот, да все уже было, в принципе, готово, все отснято, просто осталось только смонтировать. Но никак у меня не было времени. В этот раз у меня сыночек разболелся, у нас резались зубы, вот. Но сейчас, слава богу, все более-менее нормализовалось, и я спешу быстрее с вами поделиться новым мастер-классом по плетению орхидейки. Покажу вам, как плетутся цветочки, как плетутся бутончики, как сделать вот такие вот корни у орхидеи. Вот. Листики в этом видео показывать не буду, есть отдельное видео на канале, если кто-то не видел, пропустил, ссылку внизу под видео оставлю. Так, и покажу, как полностью собрать цветок. И посадила я цветок вот в такое вот бревно кашпо. Полностью в кадр бревнышко мое не помещается, к сожалению. Оно очень высокое получилось. Композиция где-то около 55 сантиметров высотой. Вот. Сейчас приближу, покажу вам. Так это все выглядит. Это не простое кашпо, а подвесное. Вот здесь у меня есть крепление, на которое можно повесить орхидейку на стену, в прихожую. Ну, в принципе, я делала ее в прихожую. Если кому интересно, как я делала такое кашпо, и вы хотите повторить данную композицию, то ссылочку вверху оставлю или внизу под видео можете пройти посмотреть. Это видео уже вышло, оно находится на втором моем канале. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Может быть, что-то вы там найдете интересное для себя. Вот. Ну, а сейчас давайте приступим к плетению орхидейки. Приятного просмотра! Для цветка орхидеи я выбрала вот такого цвета бисер. Он такого молочного оттенка, он не белый. Это китайский бисер 12 номера. Цветок будет состоять из двух боковых больших листиков, трех маленьких и язычка, состоящих из двух частей. Вот. Сначала я вам покажу, как плетутся большие боковые листья. Возьмите осевую проволоку. У меня это проволока 0,5 мм, длиной где-то 15 сантиметров. И берем рабочую проволоку 0,4 диаметра. И, как обычно, выделяем осевую и рабочую проволоку. Ну вот, к осевой проволоке примотали рабочую проволоку, не отрезая от катушки. Теперь от осевой проволоки нам нужно отмерить рабочую проволоку длиной где-то 100 сантиметров. Вот, и тогда только отрезать от катушки. Отрезали. На ось набираем 3 бисеринки. И на рабочую проволоку тоже набираем небольшое количество бисера. И теперь нам нужно проплести 5 пар дуг, заостренный низ, заостренный верх. Чтобы получить заостренный кончик у листика, повторюсь, может быть, в 100-й раз, но может быть кто-то не знает, нужно положить проволоку рабочую, на которой нанизан бисер, по отношению к осевой проволоке под углом 45 градусов. Вот такой листочек должен получиться. Дальше на проволочке оставляем где-то вот такое вот количество, будет достаточно. Если на проволочке остался бисер, его убираем. Дальше нужно свободный конец проволоки продеть за последнюю дугу с лицевой стороны на изнаночную и закрепить проволочку между бисеринками на последней 5-й дуге. Вот таким образом. Либо так, либо так. Мне удобнее так держать листик. Дальше снова набираем бисер. Набрали.
И нужно подняться кверху, закрепиться на оси. Лицо смотрит на меня, поэтому рабочую проволочку кладу на осевую проволоку. Так, с другой стороны симметрично проделываем то же самое. Получился вот такой вот лепесток. Дальше набираем такое количество бисера, чтобы закрепиться под вот этим отступом. Также с лицевой стороны на изнаночную проводим проволочку. Вот. Отсчитываем одну бисеринку от той, где мы закрепились. То есть первый отступ был закреплен здесь. Отсчитываем одну бисеринку, второй отступ закрепляемся уже вот через одну вот эту бисеринку. Ну вот, закрепились. Точно так же набираем бисер и поднимаемся к оси. С другой стороны проделываем то же самое. Так получается. Дальше набираем побольше бисера. Теперь нам нужно проплести полную дугу, но эту дугу нужно немножечко вот так вот проволочку уже наметить и вот здесь вот изогнуть и вывести сюда. То есть сделать полную дугу, грубо говоря, да? И закрепляемся. Вот что должно получиться. Поднимаемся, изгибаем проволоку точно так же с этой стороны, как и здесь, закрепляемся за ось. И еще раз проплетаем одну пару дуг. Проволочку оставшуюся проматываем подальше по оси. Все, лепесток в принципе готов. Отрезаем теперь осевую проволоку и загибаем на изнаночную сторону остатки проволочки. Все, большой лепесток готов, но только его необходимо прошить. Прошивку в этом видео показывать я вам, наверное, не буду. Если кто-то не знает, то может посмотреть предыдущее мое видео. Там я показывала, как прошивается по ходу плетения листья этого же цветка орхидеи. Вот. И там очень подробно все показано. Смотрите, вот готовый прошитый лепесток орхидейки. Прошивка ведется, где вершина оси, 3 бисеринки вот эти вот у нас отсчитываем, самую верхушку, и на самой верхушке оси продеваем проволочку и разводим в разные стороны, прошиваем. Прошивка нужна, чтобы вот эти вот последние наши, вот как здесь вот они болтаются, чтобы последние вот эти дуги не болтались и лепесток очень хорошо держал форму. Вот. Здесь у меня прошивки практически не видно, так как прошивала я этот лепесток проволокой вот такой вот 0,2 миллиметра. Это очень тоненькая проволока, и когда ей прошиваешь, то нужно очень-очень быть осторожно, потому что она очень тонкая и очень сильно рвется. Но зато результат налицо. Я стараюсь прошивать такие листики такой именно проволокой 0,2 диаметра, которые сплетены у меня из светлых оттенков бисера. Не так сильно бросается в глаза вот эта вот прошивка. Если, ну, у кого ее нет, можно прошить в принципе проволокой 0,3 диаметра. Нам нужно на один цветок 2 лепестка. Теперь нам нужно сплести еще один вид лепестка. Для этого также берем проволоку где-то длиной 15 сантиметров осевую 0,5 диаметра и рабочую проволочку точно так же 0,4 диаметра. Точно таким же способом прикручиваем, не отрывая от катушки, проволоку 0,4 диаметра рабочую к осевой.
примотали осевую проволоку. Вот здесь вот оставляете где-то сантиметров, наверное, 5-6 сантиметров. Вот, и подлиннейший хвостик. Теперь от осевой проволоки отмеряем рабочую проволоку длиной где-то 55 сантиметров. Отмерили, на рабочую проволоку набрали также небольшое количество пока бисера. В процессе плетения бисер будет добавляться, и на ось набираем 2 сантиметра бисера. Листочки плетутся французским способом плетения, очень просто: заостренный верх, заостренный низ. Проплетаем таким способом 5 пар дуг. Такой листик получился. Излишки можно либо вытянуть вот так вот, либо обрезать проволоки, осевую проволоку я имею в виду. Вот, и на изнанку загибаем хвостик. Прошиваем посередине, тоже проволокой 0,2 диаметром. И на один цветок нам понадобится 3 таких лепестка. Для язычка у орхидеи я выбрала 2 цвета. Это вот такой вот, как бы он не красный и не оранжевый, что-то между кораллового цвета, бисер китайский 12 номера. И рубку желтую, китайская рубка сатиновая, на тон темнее, чем основной бисер. Но в процессе плетения уже в готовом цветке разницы я не заметила. Если есть что-то темнее, в общем, можете использовать при плетении язычка немножечко темнее, чем основной цвет цветка. Ну да ладно, бог с ним, что получилось, то получилось. Будем плести из того, что есть. Так, на примере моих материалов я вам сейчас покажу. Ах, да, и еще необходимо будет, конечно, нам бусина на 0,8 мм. У меня вот такая вот желтенькая она. Так, возьмем проволоку 0,4 диаметра и прям не отрезая от катушки, выделим осевую и рабочую проволоку. Осевая проволока нам понадобится совсем небольшое количество, так что можно поменьше ее оставить. Вот. И закрутим. Петельку сразу обрежу, чтобы она не смущала меня. Так, теперь от катушки отрезаем сантиметров 30, наверное, достаточно. 20, наверное, будет. На ось надеваем 4 бисеринки красного цвета и 2 рубки. В итоге на оси у вас должно получиться сантиметр бисера. Сантиметр, если у вас нету рубки, можете использовать бисер. Но так, чтобы на оси оставался 1 сантиметр. На рабочую проволоку нанизываем 1 бисеринку красного цвета. И чтобы закончить дугу, набираем рубку. Набрали и проплетаем заостренный верх. Спускаемся вниз. Оставляем на проволоке желтой рубки такое количество, чтобы первая пара дуг закончилась красной бисеринкой. То есть вот так должно получиться. И последняя должна быть красная бисеринка. Здесь проплетаем округлый низ. То есть проволоку кладем под углом 90 градусов по отношению к осевой. Вот что на данный момент получается. Дальше мы начинаем чередовать. Набираем на рабочую проволоку 2 желтые бисеринки, в данном случае рубка, 1 красную бисеринку набираем. Дальше 2 желтые рубки, 1 красную бисеринку. И так проплетаем вторую пару дуг, заостренный верх, округлый низ. По такой очередности. Я набрала, у меня получился вот такой рисунок. И теперь проплетаем вторую пару дуг. Здесь смотрите, в зависимости от того, что вы выберете в качестве материала, рубку или бисер, в любом случае следите, чтобы рисунок сохранял свою последовательность. Здесь должно оказаться 3 красных бисеринки и 1
желтая рубка. Вот, или одна желтая бисеринка. Проплетаем заостренный верх, повторюсь. И также с другой стороны дуги у вас должна быть, вторая сторона дуги должна начаться также с одной желтой бисеринки или рубки в данном случае. Вот, и все то же самое, рисунок повторяется. И заканчиваем двумя желтыми рубками. Вот что в итоге должно получиться. Думаю, видно. Дальше нужно еще проплести третью пару дуг, заостренный вверх, округлый низ, только уже из красного бисера. Проплели. Теперь начинаем делать отступы. Будем чередовать набор желтого и красного бисера. Набираем 2 желтые бисеринки, 2 рубки, 1 красную, 2 желтых, 1 красную и 1 желтую. Теперь нужно свободный конец проволоки пропустить между двумя вот этими дугами последними и закрепить внизу третью полудугу, так скажем. Проволоку продеваем с лицевой стороны на изнаночную. Далее набираем также 1 желтую рубку, 1 красную бисеринку. И дальше уже, чтобы закончить дугу, чтобы нам уже спуститься, точно так же в такой же последовательности набираем 2 желтых, 1 красную, 2 желтых. Получилось последние 2 желтые рубки. И дальше по такой же схеме, что и с этой стороны. Так должно получаться. Дальше делаем второй отступ, набираем красную бисеринку, 2 желтых. Если у вас не получается так, как у меня, потому что размер бисера у всех разный, и не обязательно вы возьмете рубку, да, то уже сами там регулируйте так, чтобы вот эти вот красные бисеринки, они друг против друга не встречались. Вот, то есть не были на одном уровне. То есть если здесь у нас желтый бисер, то на следующей дуге у вас на этом уровне должна быть красная бисеринка. Ну, думаю, понятно. У меня получилось 2 желтые бисеринки, рубки, красная бисеринка и 2 желтые рубки. Вот. Теперь закрепляем проволочку, продеваем проволочку с лицевой стороны на изнаночную, закрепляем за последнюю дугу проволоку. Вот на этом уровне. Опускаемся вниз красным бисером. Вот что получается. Точно так же проплетаем с другой стороны, симметрично. Осевую проволоку отрезаем, загибаем проволочку на изнаночную сторону. Такой лепесток получился. Это нижняя часть язычка орхидейки. Теперь давайте сплетем верхнюю часть. Для верхней части язычка возьмите проволоку длиной где-то 35, наверное, 30 сантиметров, 0,4 диаметра и наберите на проволочку бусины вот в такой последовательности. Красная, 2 желтых, красная, 2 желтых и 1 последняя красная. Выводим середину, кончики складываем на одном уровне, а бисеринки все вот эти вот прокручиваем в петлю. Далее на любой из концов проволоки набираем бисер в такой последовательности: красный, желтый, красный, желтый, красный, желтый. Набрали
Огибаем первую петлю, прокручиваем проволочку, закрепили не сильно. Дальше набираем красный бисер и точно так же эти две петли красным бисером огибаем и закрепляем. Делаем прокрутку, тоже не сильно много. Стараемся вот эти петельки вытянуть, немножко вот такой вот, придать этим петелькам остроконечный вид. Вот так. Дальше на одной из концов проволоки проплетаем точно так же, набрав 1 красная, 2 желтых, 1 красная, 2 желтых и 1 красная, и проплетаем петлю. Вот такая последовательность бисеринок получилась. Рядом с получившейся петлей проплетаем не сильно близко, где-то оставляя небольшое количество, где-то 0,5 миллиметров проволоки свободной от первой петли, и на этом уровне проплетаем вторую петельку и огибаем эту петлю красным бисером. Такая петелька рядышком получилась, и с другой стороны, с другого конца проволоки проплетаем точно такую же петлю. Так должно получиться. Это верхняя часть язычка орхидеи получается. Теперь мы берем бусину и продеваем сначала один конец, бусину, вот, а вторым концом проволоки в обратном направлении через бусину. То есть вот так должно получаться, и затягиваем. Стараться нужно равномерно, чтобы бусинка затянулась. Вот ровненько ее затянули, и проволочки теперь нужно скрутить на изнаночной стороне. Вот так. Так. Вот, это верхняя часть язычка. Нижняя часть язычка. Берем и соединяем их между собой. Ну, вот такой язычок получился. Приступим к сборке самого цветка орхидеи. Для этого нам понадобятся ранее сплетенные лепестки все и сердцевинка. От сердцевинки в разные стороны мы будем прикреплять по разные стороны, влево и вправо, вот эти вот большие лепестки. То есть вот таким образом сюда и сюда. Дальше я с помощью проволоки буду присоединять оставшиеся 3 лепестка. Так удобнее. Так, один лепесток у нас идет наверх. И по бокам в нижнюю часть присоединю еще оставшиеся 2. Задняя часть цветка. Так. Здесь просто остается придать форму цветочку. Такой цветочек орхидеи выходит. Для орхидейки при полной сборке я сплела 3 цветка.